вами Берсик, и это новая рубрика «Коллектор». И нет, в этой рубрике я не буду выбивать долги, я буду выбивать интересные истории коллекционеров кукол, потому что слово «коллектор» в переводе с английского – это «коллекционер». Идею этой рубрики мы вынашивали очень давно, и пока мы собирались с мыслями, подобную рубрику на своем канале реализовала Лена Ангельвиль. Это очень душевные видео, где Лена ходит в гости к израильским коллекционерам кукол, и рубрика называется «В гостях у собирателя». Появление подобной рубрики у другого куклоблогера стало еще одной причиной, почему я тянула с реализацией чего-то подобного на своем канале. Но кукольных коллекционеров много, а выпуски Лены в основном снимаются в ее стране, в Израиле. Поэтому я решила, что будет неправильно скрывать от вас кукольные коллекции моих друзей и знакомых. Тем более вы так любите смотреть обзоры коллекций, а свою коллекцию я, понятное дело, не могу снимать несколько раз в год. В рубрике «Коллектор» я буду брать интервью у коллекционеров фэшн-кукол и показывать их коллекции. Я очень надеюсь, что вы поддержите меня своими лайками и комментариями. И так как Лена Ангельвиль реализовала подобную рубрику раньше, чем я, то я считаю своим долгом оставить ссылочку на ее видео в описании. И обязательно посмотрите, поддержите Лену и познакомьтесь с израильскими коллекционерами кукол. Ну а в этом видео мы с вами отправимся к Алене Шпачковой, девушке, которая с момента нашего знакомства просит снять обзор ее коллекции, чтобы увековечить ее в памяти на долгие годы. Ален, расскажи, кто ты по образованию и кем работаешь? Я по образованию инженер-конструктор и кандидат наук. Вот, и работаю преподавателем. А как в твоем окружении относятся к твоему необычному хобби? Коллеги, родственники, может быть, молодой человек? Среди коллег мало кто знает о моем увлечении, только так, самые близкие. Это до выхода этого видео. Знакомые. Ну, это да. Молодой человек знает, всецело поддерживает, ему нравится то, что у меня есть какое-то хобби, какое-то увлечение. Ну, вообще, когда у человека горят глаза от его хобби, это всегда хорошо. Ну, а так, друзья у меня, скажем так, вне кукол отдельно, друзья по куклам отдельно. И я их как-то не состыковываю. А если в гости приходят друзья не по куклам, как они реагируют на коллекцию? В основном только на обнаженных кукол реагируют как-то. А так в основном просто смотрят и не особо реагируют. Не, ну были вопросы, а зачем тебе они или что-то в этом роде. Но в основном просто интересуются. То есть заинтересованы как-то. А зачем тебе куклы? Скажем так, знакомство с ними у меня произошло такое внезапное. Я сначала наткнулась, вообще искала какую-то одежду, наткнулась на кукол Марины Бычковой и начала смотреть вот этих шарнирных. Потом начала искать наших русских мастеров, которые делают шарнирных кукол. Нашла авторов Радуэт. Ну и купила у них одну девочку так на пробу и понеслось. А у тебя есть эта кукла? Да, есть. Это вот эта блондиночка. Ее зовут Нефилим. На самом деле я имена даю только авторским куклам, остальным нет. Что тебя вдохновило именно собрать коллекцию? Именно коллекцию собирать, ну, скажем так, я себя не позиционировала как коллекционера изначально. Мне просто было интересно. Мне они нравились, ну, я тем более шью. Мне было интересно попробовать шить на них. После вот этой девочки я себе купила двух БЖД уже азиатских. Это были две Михаила Атлик. Сделала им парики. То есть сама уже попробовала делать парики, потому что мне на тот момент казалось очень дорого у кого-то покупать. Сделала одежду, находила мастеров, которые рисуют им лица, то есть это было тоже интересно достаточно выбирать. Так я познакомилась со своей вот подругой, это была, можно так сказать, первая подруга в БЖД-сфере, Анна Саган, она мне рисовала двух вот этих девочек. Ну и как-то втянулась после них, я заказала вот эту девочку, это была вторая от Радуэт. Ты делаешь волосы и аутфиты, принимаешь ли ты заказы на свою работу? Нет, я не принимаю, но в крайнем случае, если очень нравится заказ, то есть если он интересный для меня, то я могу взять. Но в основном я делаю очень дорого, поэтому я не беру. А сколько дорого, если не секрет? Ну, то есть это цена на парике, к примеру, от 2000 и выше, в зависимости от размера куклы. Вот, кстати говоря, здесь такой нюанс. Почему-то думают, что если кукла маленькая, то парики на нее будет дешево стоить. На самом деле нет, потому что мелкий формат гораздо сложнее клеить. Ну и шить, соответственно, тоже. И давай перейдем к самому интересному. Расскажи нам про свою коллекцию, покажи всех кукол. Вообще коллекция, я считаю, именно авторских кукол. Да простят меня кукольники, сейчас будут бомбить. Ну, потому что они более как-то ценны для меня. А вот Monster High и так далее, это как-то уже такие бюджетные. Все равно они у тебя не в изначальном образе, и давай, наверное, начнем именно с них. Да. Все куклы у меня с лаком.
То есть с заводским макияжем у меня никого нет. Практически и с заводскими волосами тоже. На первой полочке у меня стоит Комик-кон и эксклюзивы от Ever After High. Да, я та самая девушка, которая переделала Сирис Комик-кон. Рейвен, Дракулаура эксклюзивная. И еще у одного мастера, у Ронник, Настя Аханова, у нее Сирис. Можно сразу же вопрос. Как ты реагируешь на комментарии, в том числе моих подписчиков, что ты испортила кукол? Эксклюзивы, они эксклюзивны уже изначально, и, по мнению некоторых, ты их испортила. Ну, опять же, я их эксклюзивами не считаю, потому что если бы это была авторская кукла, ну, либо БЖД, либо изначально статичная авторская кукла, и я бы ее переделала, тогда да, я бы испортила. А перерисовку заводского мейка я не считаю чем-то таким. Вообще на критику по поводу ОАКов я совершенно спокойно реагирую, потому что, ну, у каждого свое. Кто-то любит заводской мейк, кто-то ОАКи. Насильно мил не будешь. Тем более это твои куклы, твоя коллекция. Главное, никого чтобы не заставляю с ними играть. было мило твоему глазу. Да, на второй полочке у меня Ever After High. Скажем так, я предпочитаю, чтобы всех моих аверяшек, ну вот такой пунктик, мне рисовала Настя Аханова. Сейчас у нее несколько аверяшек на перерисовке и готовится несколько. Настя, если ты это смотришь, прости, дорогая, я тебя завалю, работай еще раз. А вот эти куклы на очереди к Насте? Да, вот эти две девочки, это на очереди к Насте. Тут Сирис. Опять же, у меня несколько Сирис. Это мой любимый персонаж в Ever After High. Это комиконовская, базовая, весенняя коллекция и чаепитие. Мне очень нравится рисовка Насти. Она необычная, она не сильно мимимишная. И мне кажется, они становятся более атмосферными. А, кстати, куколку Кити Чешир я дарила Алене на день рождения. Да, Кити — это одна из моих любимых. И мне нравится, как она преобразилась. Она получилась такой немножко зловещей, но именно кошке, мне кажется, этот образ очень идет. Здесь у меня как раз Сирис, еще без паричка. У нее были заводские волосы, но и я долго их как-то терпела, я хотела их оставить, потому что там была челка, но в итоге что-то я смотрела на нее и решила переделать. Здесь у нас идут Monster High, то есть у меня их много достаточно, в принципе, по соотношению к аверяшкам, даже больше их. Monster High у меня здесь представлены от, опять же, Насти Ахановой, от Лейн. Это вообще два моих любимых мастера, то есть это фавориты. И давай тогда сразу, у меня к тебе такой вопрос. Составь топ-3 лучших УАК-мастера, по твоему мнению. Топ-3. Топ-2. То есть то, что мы сейчас услышали, это все, на этом заканчиваем. Ну как, мне нравятся некоторые мастера, другие, но... Окей, вот. Значит, это Лейн, Ронник. Лейн, Ронник. Все. А дальше остальные. Вот этих девочек, скажем так, мне рисовала Анечка Вилстор. Анна Сазонова. И у них уменьшенные головы, насколько да, я им знаю. Я уменьшала головы, перекрашивала тело, делала вот эти жемчужинки, немножко жемчужного отлива. Вот эти две девочки обзавелись недавно париками. Эта девочка второй раз обзавелась париком, переделывала его. Как ты реагируешь на то, что вот эту куклу сравнивают с Эвой Маршмеллоу? Я на самом деле недоумеваю, потому что это два разных абсолютно персонажа. Ну и опять же, это совершенно другая кукла, другая рисовка, шрамы какие-то. То есть просто молд Фрэнки. Судя по количеству Фрэнки, можно сразу понять, какой у меня любимый молд. На самом деле у меня еще большая Фрэнки на перерисовке у Насти. У тебя еще есть УАК от Ольги Фальковой, Лагуна. Да, вот как раз-таки у меня 3 УАКа, не от Ронник и Лейн. Это вот эти девочки, вот это Лагуна от Ольги Фальковой. Ее на самом деле я купила на вторичке. То есть я 4-й ее владелец. Как-то она не приживалась у других коллекционеров, но у меня прижилась. Я ее вообще покупала как персонажа из сериала «Доктор Кто». Там вот была девушка такая. А Скелеты, наверное, самые криповые. Хотя нет, обе. Обе стоящие рядом с Скелет. Да, обе криповые. Вот эту девочку я тоже как-то не могла к ней привыкнуть. Хотела продавать, но после того, как сделала ей аутфит, все, она преобразилась и прижилась. А здесь мы, в принципе, видим, как выглядит скелет Apple White. Да.
На самом деле история была такая, ее и вот эту девочку я одела в костюмы, вот эту одела в костюм Ray-Ban Comic-Con, а вот эту в костюм Apple. И мне она настолько в нем понравилась, вот эта несуразность, когда вот эти косточки в этих колготках, которые, в принципе, форму-то держат, и мне кажется, это очень крипово выглядит. Еще одна Эва. Еще одна Эва, да. Покажу мою любимицу, это персонаж Роуз из сериала «Доктор Кто». Еще Моуседес есть. Ой, Моуседес классная тоже. Это вторая девочка с прошитой головой. Первая была дочка шляпника, вот это вторая, и больше я прошивать зареклась, потому что очень сложно козой прошивать, вся потом в шерсти в этой. Это именно та кукла, с которой связана забавная история. Я однажды пришла в гости к Алене, и это вот разговор двух кукольников, когда сидишь с чашечкой чая, и Алена говорит: я тут мышь прошила козой. И просто Руслан, по-моему, тоже был, он такой: что ты прошила, мышь козой? Вот такая красота получилась. Да. Одна из любимиц — это Рошель. У меня все любимые здесь, конечно. Мне у нее очень нравятся глаза. Она сама по себе трогательная в фабричном мейке. И здесь, мне кажется, сохранен ее характер. Вот это как раз-таки один из 3 молдов, который мне очень нравится. Ну, на первом месте это, конечно, Фрэнки. Потом очень нравится Лагуна, хотя странно, что у меня в коллекции всего лишь 2, и Рошель. Но Рошель пока что одна. Но безумно нравится ее молд. Он очень нежный получается. Ну и такая тоже криповая Лагуна. Я даже забыла, что это Лагуна. Она настолько вот здесь играет какими-то другими красками. Чем-то даже Дракулауру, что ли, напоминает из-за черных волос, черных бровей. Сказать, что мне нравятся именно криповые куклы, да, я бы сказала да. Таких прям миленьких только разве что Рошель, вот эта Лагуна и Фрэнки. Остальные все равно с небольшой крепотой. То есть какие-то шрамики, какие-то нюансы, которые цепляют взгляд. Вот здесь он цепляется за 2 головы и хвост. Да. Хотя перерисовка милая. Ну, скромная полочка, всего 3 куклы. Скромная полочка, просто я пулив выставила на полку, чтобы получше видно было. Здесь у меня 2 новеста. Вот эту девочку я на вторичке купила. Волосы же... Волосы ее оригинальные, у нее ужасная прошивка. Их я, естественно, буду менять, делать новый аутфит. Кому-то, кстати, нравится вот это платье, мне оно не очень нравится. Мне цвет волос понравился. Цвет волос красивый, но вот качество волос, оно намного хуже, чем Monster High. Оно как у нынешних Monster High. Ну, После в общем, перезагрузки. очень плохой, он сразу мочалится, и кипяток тут уже не особо спасает. Это моя девочка, которую я перепрошивала. На самом деле, это первая моя прошивка. Очень густая, перебор. Настолько густая, что хочется ее трогать постоянно. Да, здесь я немножко переборщила. Сделала ей новый аутфит. Ну, как видно, Очень красиво. на подставку Monster High становится. Правда, обрезать нужно немножко. И, конечно, моя любимица Барби. У меня, на самом деле, только 2 Барби в коллекции. Это вот эта девочка. Прям очень нравится. Спасибо, Наташа. У нее еще светится вот эта вот красота. Да, сейчас видно, правда, не будет. Не только это. На самом деле, я очень сильно испугалась. Она у меня стояла на кухонном столе. И я ночью встала попить воды. Захожу, и у меня аж сердце в пятки, потому что кукла вся вот в точечку, в такой светящейся. А оказывается, у нее тут на платье вот эти белые крапинки, они, видимо, с фосфором, и они светятся. И на самом деле это очень крипово выглядело, когда ты не ожидаешь, что ты хопа. Вообще не страшно тебе в одной квартире с таким количеством кукол по ночам? Нет, абсолютно нет. У меня раньше куклы стояли в спальне на комоде. Я так понимаю, это рабочая полочка. Да, это рабочая полочка, это куклы, над которыми я сейчас как-то работаю. Вот этой девочке я буду проклейку делать, потому что волосы у нее ужасные. И опять же, она будет выставлена в продажу, то есть это не в мою коллекцию, вот эти вот куклы. Единственное, вот эта девочка мне Аня Велстор опять же рисовала, мне ей нужно сделать парик, это в моей коллекции. Эту девочку мы тоже делаем слейн на продажу. Вот эту девчушку я перепрошивать буду. Это, по-моему, единственная сейчас в моей квартире, кто с заводским мейком. А вот это кто? Это мини-фи-селин, тоже ее ноги? еще не покрашенная. Да, это каблучные стопы и Они туфельки. вынимаются? Да, все вынимается, все функционально. Это вторая Барби из моей коллекции, тоже с перерисовкой. И тоже связаны с нами. Да, я ее уменьшала для нее туфли, точнее ботиночки. Давай в 2 словах. Как уменьшить голову и обувь?
Для того, чтобы уменьшить, вот у Ани, например, в Вилстор есть видео об этом, нужно положить в растворитель, номер я сейчас, честно говоря, забыла, и подождать от 12 часов до суток, смотря насколько хочешь уменьшить. Можно и поменьше держать, то есть совсем чуть-чуть уменьшится. Ну, вот эти я 12 часов держала. Потом они становятся практически пластмассовыми. То есть, если раньше тут каблук вообще... Ну, Барби огибался, идеально теперь... подошли. Да, Барби идеально подошли. И я считаю, что это супер удачная перерисовка куклы Барби. Мне кажется, на Барби очень сложно рисовать. Очень мало я видела достойных лаков, и когда ты мне прислала фотографию, я просто обалдела. Личико ей рисовала Лейн. Ну, в принципе, и так понятно. Мне либо Ронник рисует, либо Лейн. Ей надо продолжать на Барби рисовать, мне кажется, в том Мне числе. кажется, тоже. Ей почему-то не очень самой понравился, а я прямо в восторге. Девчонка с чертовщинкой прям. Да. Сумасшедше красивая. И последняя монстряшка в моей коллекции — это Дракулаура большая, которую тоже делала Лейн. Парик ей буду переделывать, мне он, как всегда, не нравится. Вот такая... А мы же вроде цвет выбирали парика вместе с тобой, да? И Да. ты остановилась на зеленом. Я все-таки остановилась на зеленом. А мы рекомендовали, по-моему, розовый, да? Фиолетовый. Фиолетовый, ну вот что-то в таких. Ну, оттенках. почему-то как-то меня... Я, естественно, эту одежду не буду оставлять. Она у меня вообще голой стояла, но я так для видео приодела. А мне очень нравится сочетание с ее глазами, и вообще мне очень нравится эта кукла в твоей коллекции. У меня еще большая Фрэнки, будут они смотреться отлично. Какой планируешь для нее образ, если не оригинальный? Скорее всего, они две будут в таком лоле стиле. Здесь у меня 4 куклы Пулип. Этих двух я покупала с сайта eBay, то есть они совершенно новые в коробочках. Вот этого шляпника я купила с рук, ну, собственно, как и принцессу Сиренити. Шляпник абсолютно новый, то есть никаких дефектов у него не было. А вот этой девочке, она приехала ко мне без парика, я ей переделывала полностью. Представьте себе, вот этот парик Алена сделала сама. Одно дело сделать парик просто с кудрями или просто прямые волосы, но сделать парик с прической, это просто... Для меня это невероятно, особенно вот эти завитулечки. На самом деле это было сложно, потому что барабульки закрутить, аданго, если это правильно говорить, очень сложно. Они всегда расплетались, потому что волосы не такие, как у Пулип, они более качественные, это фибра, и они тяжелые. И вот эти штучки так сложно было сделать. Вообще у меня в коллекции только 2 парня пока что. Это вот одна авторка и вот этот шляпник. Ты его любишь? Или ты, признайся, купила его только потому, что была какая-то выгодная Скажем цена? так, я его вообще купила, да, потому что он стоил 3000 рублей. Ну, за 3000 не купить Пулип, это было бы кощунством. Но, когда я его взяла в руки, мне он настолько понравился из-за детализации аутфита, что, да, я прям влюбилась. Не уедет он из моей коллекции. Вот эти две, это, конечно же, априори любимицы. Шапка и Lunatic Queen. Даже чем-то похожи, мне кажется. Да, они немножко похожи. Как будто сестры. Я бы тебе рекомендовала их в свою коллекцию. Такая есть у Наташи Кисель. Это была, по-моему, ее первая Пулип. И А она я, кстати, смотрела распаковку. вызвала у нее какие-то невероятные эмоции. И после появления этой куклы она разлюбила Monster High. По-моему, это был переломный момент. Ну, давай теперь вот к этим красоткам. Это тоже 3 азиатских БЖД. Хлоя, Fairyland большая. И 2 Бьянки. На самом деле, мне очень нравится молд Бьянок. То есть у них совершенно одинаковые лица, но все равно по-разному выглядят. Мне кажется, тут очень много зависит именно от рисовки, Да. тени, полутона. Всех 3 мне Ронник рисовала. Она очень хорошо рисует БЖД, поэтому... Почему женщины голые? Потому что сапожник без сапог. Кому-то я шью там одежду или просто на продажу. И отлично это делаю, то есть с удовольствием. А до своих, как всегда, руки не доходят. Ну, вот это у меня одето, но, опять же, я этот аутфит выставила на продажу, не знаю зачем, но вижу ее в другом образе просто. Ручки чешутся все время что-то выставить на продажу. Ты тот тип коллекционеров, который что-то продает, обновляет постоянно. Не лысые, хорошо, потому что у меня очень часто стоят лысыми. Ну, сколько мы с тобой знакомы, это уже, наверное, 3,5 года, они вот, в принципе, все это время голыми-то и простояли. Ну да, но они стоят дольше голыми. Ну, то есть Поэтому, так, да? И вот дальше у меня 2 авторки. Это, наверное, те куклы, которых я увидела у тебя первыми, то есть, по-моему, ты мне присылала фотографии, и я просто Да. так была поражена тем, что вообще существуют такие куклы. Это были вот эти девочки, Аннабель и Беатрис. Их я купила у Алины Варвянской, и на самом деле с ними связана такая история, что я их
покупала, когда купила, она мне их отправила и забирала их до предзащиты диссертации. А так как на предзащите мне вытрепали все нервы, то у меня такая была отдушина, когда я зашла в кафе, так успокоиться, открыла их и просто влюбилась в них. Ну, у меня обычно часто бывает такое, что на фотографиях меньше кукла нравится, чем вживую. И сколько стоит эта кукла? Ну, именно как ты покупала? Это я покупала за 16. То есть, ну, естественно, сейчас цена выросла в 3 раза. А может быть и больше, потому что это единственный экземпляр. У мастера сейчас куклы без росписи. Я не знаю, она делает сейчас на заказ или нет без росписи, но были от 30 тысяч и выше. А здесь, можно так сказать, 2 куклы плюс роспись и парики. Вот эта миленькая девочка, ее взяла недавно совсем. Расскажи, откуда такие красивые колбы и как они правильно называются? Их называют клош, стеклянный клош. Я купила их в Икее за 900 рублей, по-моему. Единственное, да, единственное жалко, что Monster High они не подходят. По высоте, да? По высоте. Ну, вот эта девушка как будто прям просится выйти, чтобы Как, ее выпустили. как мотылечки. Да. А вот эти шкафы откуда? Потому что, насколько ты знаешь, у меня просто белый шкаф с дверками, а у тебя вот именно витринные. Где такие можно взять? Это тоже в Икее. Вот этот я на распродаже покупала шкаф. Но сейчас, к сожалению, с них скидки сняли, они стоят больше 8 тысяч, это дорого. Но куклы в них смотрятся очень презентабельно. Да, для кукол это отличные шкафчики. Просто можно рассмотреть со всех сторон. Ну и по ходу дела, этот шкаф, он с твоими первыми куклами. Да, Одним из этот первых. шкаф с авторскими куклами. Вот эти 2 девочки, они от Радуэт, от Розанны и Айрата. Вот эта девочка у них 6-я по счету была. Вот это 12-я получилось тогда. И это девочки из флюмо. Это еще того времени, когда ребята делали из флюмо отливку. Сейчас они делают полиуретан. А сколько у них копий, экземпляров? Из флюмо у них 22 куклы. Всего 22, они все разные, с разным Они молдом. все с одним молдом, но разрисованы по-разному. Мгм. Конечно, если кто-то не просит там повторить, но ребята все равно не повторяют один в один, они делают какие-то нюансы, меняют. Аутфит ты делала сама? Ну, скажем так, это сборная солянка из нескольких аутфитов, чтобы не сидела голая. А вот Ну, эти... как бы она все равно немножко голая. Ну да, немножко все равно голая. Мне вообще нравятся обнаженные куклы, потому что, ну как, и одетые тоже нравятся, но если у куклы красивое тело, красивое, вот именно эстетичное, то почему бы ее не посадить обнаженной? А вот эти диванчики я тоже заказывала у Глории Либра. Есть девушка, тоже в Уфе, как и, собственно, Дуэтра, которая делает диванчики из дерева с обивочкой. Вот 2 софы. Это тоже куколки Дуэтра. Не сказала. Вот эти 2 и вот эта девочка, это молда милашки. Ну, называется молд милашки. А вот эти 2 девочки, это молд Хлыукай. То есть Хлыукай, это с башкирского переводится красавица. Татуировки. Тоже рисовали мастера Дуэтра? Да, все татуировки девочкам здесь вот тоже, например, у нее бантики, и на теле у нее орхидеи. Здесь все нарисовали ребята. И разноцветный маникюр. Очень И разноцветный маникюр, педикюр, да. А вот этот вот чубрик, как я называю непонятных существ, это же тоже коллекционная вещь, не просто игрушка. Скажем так, не настолько коллекционные. У меня были более коллекционные мягкие такие игрушки. Этот мне просто очень понравился, у него вот такие печеньки. Ну, такой нежный. Я его покупала вот для вот этой девочки, потому что она такая вся конфетка. И вот эта девчушка у меня Клеопатра. Очень красивая. За что мне нравятся ребята, это единственные мастера, которых я мучаю по макияжу. То есть если Ронник и Лейн я заказываю, ну так, нарисуйте мне что-нибудь на свой вкус, или нарисуйте что-нибудь красивое, или вот эту куклу я просто милой вижу, а что они будут рисовать, это на их усмотрение, то не в этом случае. Потому что Дуэтра я присылаю 100-500 просто этих фотографий с макияжем, какой я ее вижу. И, ребят, да, я мучаю, но в итоге очень все красиво. Тело очень красиво. Да, они сделали сейчас несколько вариантов груди. Вот как раз здесь их 3. Самый маленький, побольше и самый большой. Давай начнем с девчонок. На самом деле их 3. Сейчас 3-я у Анечки Вилстор, она мне их фотографировала. И все 3 они разного молда. А кто мастер? А мастер Ирина Кадреско. А вообще она делает фарфоровых кукол, но у нее была линейка авторских из полиуретана. Мои 2 любимицы это вот эти 2 девочки, а 3-й я хочу с ней попрощаться из коллекции, потому что, ну, во-первых, она очень похожа с ней, и здесь у них сделан маникюр-педикюр, покрашено тело.
кукла. Вообще, это был очень интересный персонаж. Это была красавица из сказки «Красавица и чудовище». Ну, что-то пошло не так, и у нее сделались вот такие уши. Ну, да. Поменялось не чудовище. А вот это Алиса в «Стране чудес». А у нее было разве такое розовое платье? Я просто и вижу такой. Собственно, в книге-то вроде бы, хотя могу ошибаться, но не знаю, там описана ее одежда. Очень нежная кукла. Например, у тех же Пулип Алиса выглядит по-разному в разных коллекциях. Ну и финал — это просто апогей этого видео. Ну, пожалуй, это вторая криповая после «Сиамских близнецов» кукла в коллекции. Это делала девушка, я, честно говоря, не знаю, как ее зовут. Ник у нее «Головная боль». Ну, кукла очень специфическая, просто максимально. Мне кажется, что большинство людей она просто испугает. Знаешь, такая была ситуация, когда она ко мне приехала, я ее поставила на подставку, сидела за компьютером. Это впервые было, когда меня испугала кукла. И у нее что-то вот, то ли хвост как-то повернулся, и такое трещание. Честно говоря, у меня аж холодный пот по телу пошел, потому что, ну, как-то крипово я поворачиваюсь. Все нормально, как бы, но испугалась. Максимально криповая и странная кукла, Ален. Я сейчас выбираю политкорректные выражения. Как ты вообще реагируешь на то, что если тебе человек, например, скажет: Ален, ну, это просто кошмар какой-то, а не кукла? Ты обидишься? Завтрак очень сильно обижусь. И вот, кстати, лайфхак. Если вы разговариваете с коллекционером авторских кукол, никогда не говорите, что кукла некрасивая, что кукла ужасная. Ну, можно сказать, что не совсем в вашем вкусе, но необычная. Потому что, когда человек платит достаточно кругленькую сумму за куклу, меньше всего он хочет слышать в адрес этой куклы то, что она ужасная. И расскажи про материал, он же необычный. А материал — это папье-маше. Девушка делает из папье-маше, она делает их с нуля, то есть каждая кукла у нее с нуля лепится, то есть такой эксклюзив. Паричок, я думаю, заменить, потому что как-то его я вижу с белыми волосами. Это Человек-дракон. Космический дракон. Да, космический дракон. А это что за коробочка? Это не себе. Я догадываюсь, кто там. Здесь на самом деле маленькая куколка, я ее заказала. Маруся. Маруся, да. Заказала в конце лета, но не прижилась. Правда, ты так ей радовалась. Я на самом деле поняла, что не хочу сейчас покупать новых кукол с ограниченной артикуляцией. То есть это когда не двойные шарниры в локтях и коленях. То есть это маленькая куколка, 12 сантиметров. Подожди, то есть здесь ограниченная артикуляция? Да, она не может руку или ногу согнуть полностью. Ну, как у Monster High. И еще почему-то я поняла, что не люблю кукол детей. Ну, не мое. Это прям ребенок, ты считаешь? Мне кажется, что можно ее воспринимать по-разному. Подросток, но все равно как-то да. более детское личико. Но это очень необычно. Это как раз-таки тот самый редкий случай, когда вживую кукла не так хороша, как на фотографии. Но все равно мастер очень постарался. Тут без замечаний, очень хорошая личико, тонкая прорисовка для такого объема. Где ты обычно продаешь своих кукол? У себя в группе? У себя в группе, в других группах. Если это БЖД, то в БЖД-группах. И еще есть сайт Бэйбики. Я хотела сказать, что это парадоксально, что тебе нужна кукла с максимальной артикуляцией, несмотря на то, что ты сама говоришь, что с ними не контактируешь, они у тебя стоят в шкафу. На самом деле это дикий парадокс, особенно для коллекционеров Monster High, которые с ними не играют, не фотографируют, когда говорят, что вот они дубовые стали. А вам-то какая разница, вы все равно их в стеллажах держите или на полках. Ну, на полке тоже можно придать позу, и дубовые куклы можно, ты да. не сделаешь. Но авторские куклы, то есть здесь ограниченность. Вот если у этой двойные шарниры, я могла ее в колбу посадить, то вот тех девчонок уже не посадишь, они могут сидеть только так. И как-то, может быть, я их могла бы разместить по-другому, как-то руку вот побольше поднять, но тут тоже не поднимешь. Но этих кукол я априори люблю. Маленькая рекламка Радуэт. Мне кажется, для начинающего коллекционера вот именно авторских кукол, куклы от Радуэт идеально подойдут. Насколько мне известно, у кукол БЖД часто бывают копии, их называют бутлеги. Как ты относишься к ним и считаешь ли ты приемлемым иметь их в коллекции? Ну, бутлеги или рекасты, как их называют. Я скажу так, что если человек по какой-либо причине, вот, например, по финансовой или просто не хочет тратить много денег, даже если они у него есть, на оригинальную куклу, оригинал он не купит
в любом случае. То есть либо он купит рекаст, либо не купит никого. Так что сильно, мне кажется, фирмы с этого не теряют. То есть если человек не может купить, он не будет покупать. Мне кажется, гораздо больше теряет Mattel на копиях Monster High. На подделках. На подделках, да. Как ты в целом считаешь, люди, которые коллекционируют кукол, они нормальные? Ну, назвать, честно говоря, нормальными любого коллекционера нельзя, потому что кто-то бешеные деньги на монеты тратит, кто-то на марки. То есть на куклу-то хоть смотреть можно, а марки у тебя или монеты лежат в закрытом виде в каких-то папках, и тратить на них бешеные деньги — это тоже странно. В любом случае нормально, когда есть у человека хобби. Вот. Если у человека никакого хобби нет, мне кажется, вот это ненормально. А по поводу боязни кукол, вот у меня есть друзья, которые приходят ко мне домой и говорят, что им страшно из-за того, что они видят кукол. Как ты к этому относишься? Были ли у тебя в жизни такие ситуации, когда кто-то испугался твоей коллекции кукол? Таких не было, то есть у меня все друзья, даже вот когда подруги ночевали, в этой комнате нормально относились. К боязни кукол, как я отношусь, мне кажется, что все-таки это отклонение от нормы, потому что, господи, это всего лишь кукла. То есть что она может сделать? Ну, это просто фобия у людей. Кто-то темноты боится, кто-то кукол, у каждого свое. Ты можешь примерно оценить стоимость всей твоей коллекции? Честно говоря, сложно это сделать. Некоторых я покупала еще, когда был прежний курс валют. И у каких-то мастеров они были более бюджетные. Сейчас цены у них в 2-3 раза выше. Ну, к сожалению, конечно. По поводу УАКов, опять же, тут сложно оценить, за сколько бы я их продавала, но один свой УАК, если я расстаюсь с ним, я продаю не дешевле, чем за 10 тысяч. То есть это минимум. И самый простой, а так и выше. То есть это в районе 800 или 1 миллиона. А если бы начался пожар, ты бы стала спасать каких-то кукол? И если да, кого бы ты прихватила с собой в первую очередь? Если бы я о них вспомнила, скажем так, в такой криповой ситуации скорее побежишь забирать деньги, документы. Если бы вспомнила, то, скорее всего, это были бы вот эти 2 и вот эти 3. Ну и может быть вот это. А там, если бы получилось бы, может, ты побольше перехватила. Да, если бы, я думаю, ситуация позволяла бы, ты схватила бы чемодан, так и побежала. Да, правда, вот эти бы раскололись сразу, ну, если бы сделал так. А вот еще такой нюанс, когда ко мне приходят знакомые и первый раз и просят подержать кукол. Вот этих 2 я даю очень осторожно. Мне, когда их берут кто-то в руки, мне постоянно готовы их ловить, потому что они из флимо сделаны и очень легко разбить, если уронить. Выходит, что это твои любимые куклы? Да. 2? Да. А если выбирать между ними, какая? Номер 1 любимец? Ну, номер 1 — это самое первое. Я обычно кукол не достаю, крайне редко их фотографирую, то есть они у меня больше для зрительного контакта, скажем так. Но Инстаграм-то нужно развивать, Алена, поэтому фотографируй кукол. А вот в Инстаграме я по большей части фотографирую именно Monster High. Так что подписывайтесь на Инстаграм Алены. Она будет стараться больше фотографировать кукол, потому что есть что показать, и у нее все время какие-то обновления, какие-то новые куклы. Это очень интересно. У меня в коллекции очень много кукол от Алены, которых она делала совместно с мастерами. Так что спасибо тебе огромное за то, что ты сформировала очень большую часть моей коллекции УАКов. Я помню, как мы с тобой начали общаться. На самом деле, я когда начала смотреть видео, ну там видео, как перерисовывает Monster High, это было видео Андрея, зарубежный мастер. И начала смотреть наших мастеров. Просто для меня это было такой отдушный небольшой. Куклу авторского произведения не всегда можно купить, а Monster High не более дешевые, скажем так, масс-маркет, если можно так сказать. И начала смотреть, какие у нас есть мастера. Наткнулась на видео с обзором Эвы. И там ты сказала в видео, что не можешь уложить волосы ей из козочки. Я тебе, помню, написала, что у тебя еще личка была открыта, что если хочешь уложить, пользуйся тем-то, тем-то. Прислала несколько фотографий своих кукол, это как для примера. И пошло понеслась. общение, да. И через полгода мы уже вместе пошли на выставку кукол, и с тех пор каждый год мы ходим вместе на выставки и дружим. И, Алена, большое спасибо, что разрешила показать твою коллекцию моим подписчикам. Я надеюсь, вам было интересно. Вообще, Алена меня просила снять свою коллекцию, было время, да. Это да. Я давно, на самом деле, просила поснимать коллекцию. Ну, где-то же она должна быть освещена. Я надеюсь, что тебе понравится результат, что ты будешь смотреть и любоваться на своих кукол на моем канале. Не забудьте поставить
поставить лайк, поддержать меня с новой рубрикой. И обязательно напишите в комментариях ваше мнение, ваши впечатления. И на будущее мы будем это учитывать, когда будем снимать коллекции каких-то еще моих друзей, потому что YouTube-канал подарил мне очень много друзей по хобби, и это очень ценно, и я бы хотела показать вам их коллекции. И на этом все, мы будем с вами прощаться, и до встречи в новых видео. Всем пока-пока!